Добрый день, уважаемые зрители! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Анна, и в этом видео я хотела бы сделать обзор на The Elemental Oracle, или же Оракул Элементалей, от создательницы двух красивейших колод The Divine Animals Oracle и Queen of the Moon. Все три колоды являются коллаборацией австралийской современной ведьмы Стейси Демарко и венгерской художницы Кинги Брички. Кстати, если вам уже нравятся работы художницы или понравится, которая работает в стиле магического реализма, тогда загляните на ее аккаунт в Инстаграме, ссылочку я оставлю в инфобоксе. Итак, премьера данной колоды состоялась 1 ноября 2020 года. Упаковка красивейшая, голографическая. Я, как настоящая сорока, люблю все, что блестит. Знаете, эту колоду стоит купить только из-за самой упаковки. Ну, посмотрите, какая она красивая. Она очень прочная, качественная. Все в стиле Rockpool Publishing, где цена, скажем так, качество превышает цену. Но скажу честно, есть здесь один минус, первый даже минус. Эта крышка не сидит плотно, так как бы хотелось. Смотрите, она болтается. Поэтому, если будете покупать данную колоду, обратите на это внимание. Итак, что нам говорит автор об этой колоде? Наши предки всегда использовали силу 4 элементов: энергию Луны, Солнца и 4 направлений. Но в этот оракул добавлена еще алхимия науки, атомы, электричество, гравитации, чтобы мочь подключить мощное сплетение истинной магии. Ну, интересно. Цена данной колоды почти $22, но на Амазоне вы можете купить намного дешевле. Дальше открываем. Что ж такое? Итак, на дне крышки мы видим сигил и фазы Луны. Здесь, к сожалению, на коробке не так эти фазы Луны видно, но они есть. Они более видны на рубашке карт. Итак, дальше у нас рекламка с приложением от издательства. Об этих приложениях я как-то расскажу в одном из своих видео. Дальше. Инструкция. Инструкция исполнена в таком же стиле, как и сама упаковка. Инструкция цветная, что может не радовать. МБК состоит из вступления, разделов и подразделов, касающихся структуры карт. Также идет речь о технике пантеона, раскладов: однокарточный, трехкарточный расклад полная луна, 4 элементы, 7-карточный расклад и расклады времени. Так что ли можно это привести? И в конце есть ритуал, если у вас, конечно, нет своего, соединения с данной колодой. Дальше. В описании каждой карте мы можем найти миниатюрку самой карты, название, ключевое слово, дальше значение, слово силы и информация о каждом элементе, который изображен на карте. Это сделано для того, по сути, этот автор всегда делает так во всех своих колодах, для того, чтобы расширить ваш взгляд на карту и сделать процесс нарабатывания своих значений более легким. В конце, и еще здесь мы видим стихия, к которому принадлежит карта. В самом конце у нас информация об авторе, о художнике, а также другие оракулы от данного автора. Ну что ж, переходим непосредственно к нашим
карта. Колода состоит из 44 карт. Каждые 11 карт имеют свою стихию. Карты, по моим ощущениям, не имеют ни женской, ни мужской энергии, поэтому она отлично подойдет для любого клиента, даст ответ на любой вопрос. Иными словами, данная колода универсальна. Срез карт серебристый, гладкий, идеальная гладкая вырубка, ничего не осыпается, напыление не остается на руках, рубашка выглядит таким же образом, как и рисунок на дне колоды. Вы уже здесь можете увидеть более четко фазы Луны. Карты пронумерованы, что помогает во время поиска значений в инструкции, и состоит из названия и ключевого слова. Единственный момент, который мне не понравился, что эти ключевые слова размещены над названием и мелко прописаны. Людям с плохим зрением, будет сложно прочесть. Ну вот посмотрите. Карты большие, удобно лежат в руке, перемешивается. Моя рука не ощущает никакого дискомфорта. Качество. Карты плотные, немного глянцевые, но не скользкие. Приятные в ощупи, чудесная цветопередача, качество рисунков. Еще одним минусом данной колоды является по-другому. Ребята, не покупайте колоды сразу же после премьеры. Я купила данную колоду с первой партии. Сразу же после премьеры. На второй день после премьеры я заказала. Смотрите, карты неровные. Видите, изогнутые. Как говорится, первый блин, то есть тираж, всегда комом. Что ж, давайте перейдем к просмотру карт. Итак, поехали. Север. Расширение. Юг. Приключения. Восток. Начало. Запад. Окончание. Экватор. Выравнивание. Солнце. Свет. Луна. Тьма. Огонь. Зажигать. Вулкан. Мощь. Лесные пожары. Ярость. Кстати, автор этой колоды, Стейси Демарко, является также активисткой по защите природы, особенно австралийских лесов. Дом, очаг, уют. Внешнее ядро, текучесть. Мне она напоминает картину рождения Венеры, или как-то так, где Венера стоит вот в этой ракушке. Пустыня, уединение. Страсть, душа.
земля, дом, гора, ясность, пещера, защита, внутреннее ядро, прочность, растение, рост, скала, выносливость, животные, общение, воздух, движение, бури, очищение, ветер, изменения, голос, говори свое мнение, давление, трансформация, дыхание, жизнь, музыка, радость, вода, создание, океан, храбрость, озеро, глубина, морская жизнь, богатство, лед, чистота, снег, тишина, дождь, плодовитость, электричество, дикость, магнетизм, привлечение, темная энергия, прошу прощения, материя, тайна, гравитация, основанность, атомы, строение, время, дисциплина, скорость, движение, магия, алхимия, биом, связь. Ну что ж, таким образом выглядит наша колода, несмотря на на некоторые недостатки, что крышка плохо прилегает, карты немного изогнуты. Я вполне довольна данной колодой, с ней очень легко и приятно работать, она очень общительна, она у меня просто бесподобно работала вместе вот с этой колодой. Знаете, мудрость элементалей и оракул элементалей это, как по мне, лучшая пара года Таро оракулы. Ну что ж, шутки шутками. Серьезно, я очень довольна данной колодой. Она отлично синхронизируется и с другими колодами. Очень четко и отвечает на вопросы, подтверждает информацию. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам эта колода. Может, у вас есть другая колода этого автора.
купили бы себе такую. Мне очень интересно ваше мнение, поэтому отписывайтесь в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем хорошего дня. Пока-пока.